Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео мы сплетем вот такой замечательный подсвечник из газетных трубочек или из бумажных трубочек, кому как больше нравится. Эти трубочки у меня остались от плетения ажурной подставки под бутылку. Кто не смотрел это видео, советую, ссылка в описании. Они у меня помещены в пакет, потому что именно в пакете они не высыхают полностью. И трубочки эти газетные или бумажные я кручу сама. В этом видео показываю, как я это делаю очень подробно. Также красила трубочки я колером. В этом видео я показываю очень подробный рецепт этой покраски. Единственное, что колер я брала другого цвета, нежели в видео. Трубочки перед плетением я сейчас обрабатываю в обязательном порядке. И ссылку на видео об обработке трубочек я оставляю в описании под видео. Заглядывайте туда. И начинаю я плести круглое дно. Выкладываю трубочки 3 на 3 шахматкой друг на дружку и начинаю плетать. 2 ряда я плету по 3 трубочки, и потом уже на третьем ряду я эти трубочки разделяю по одной и оплетаю. В принципе, здесь совсем не важно, как вы начнете плести круглое дно, потому что его будет практически не видно, оно закроется в будущем банкой, поэтому плетите тем способом, который вам больше нравится. На данном этапе у нас вот такая ситуация получается, то есть 2 ряда у нас оплетено по 3 трубочки и 4 ряда по одной. И сейчас я беру прозрачную стеклянную банку, как раз таки мы ее и будем оплетать, и переворачиваю банку вверх дном, именно на дно банки выкладываю мое плетеное донышко. Стойки немного направляю вниз, они мягкие, податливые, поэтому это очень легко сделать. И продолжаю плести донышко, но уже сверху вниз, то есть стойки я наклоняю вниз по направлению плетения баночки. Да, конечно, мы не забываем наращивать трубочки в нужных местах. У меня на канале есть уже видео по наращиванию трубочек, там я показываю очень-очень подробно этот процесс. Ссылку обязательно оставляю в описании, так что заглядывайте туда. Продолжаю плести таким образом, то есть сверху вниз. Аккуратно оплетаю стойки. На самом деле я не могу сказать, сколько рядов нужно плести в таком положении. Как вам удобно, как вам нравится и как вам будет потом комфортно плести, потому что потом мы будем переворачивать плетение, и чтобы плести было не из самого низа, это очень неудобно, хотя бы рядов 3 таким образом нужно сверху вниз проплести. Ну вот я уже перевернула плетение, и что здесь происходит? Я продолжаю плести как обычно, единственное, что здесь у меня идет небольшое расширение у банки и у плетения соответственно, но оно потом сойдет на нет. И как вы уже увидели, я беру огрызки трубочек, которые у меня остались от предыдущего плетения, и вставляю с двух сторон от уже имеющихся стоек. И все вот это дело я продолжаю плетать. Что нам это дает? Это нам дает небольшое расширение около стоек, куда я потом буду вставлять дополнительные стойки. Но это уже будет следующий этап. Вот в этом этапе я, конечно, очень сильно намудрила. Можно было и не вставлять огрызки трубочек эти дополнительные, а сразу вставлять нужные стойки. Но как-то я не сообразила это на камеру, а сейчас уже, когда монтирую это видео, делаю озвучку, я вижу, что можно было бы обойтись и без этого этапа. Но я всегда показываю все этапы вплетения, которые у меня происходят, даже если это содержит какие-то ошибки, чтобы вас от них предотвратить. Так что мотайте на ус. Так что смотрите это видео, замечайте и запоминайте мои ошибки, и в плетении выбирайте тот способ, который легче, удобнее и оптимальнее будет именно для вас. Вот так мы продолжаем плести очень аккуратно, не торопясь. Вообще лучше не торопиться в этом деле, потому как здесь мы создаем новое волшебство, новое творение. Поэтому оно должно быть заряжено добром и позитивом. Даже если мы делаем ошибки, ничего страшного. Главное настрой, с которым мы подходим к этому делу.
Ну а теперь мы подходим к следующему этапу. Еще раз напомню, что розовые вот эти огрызки трубочек – это огрызки, которые мы вставили для того, чтобы расширить пространство. Мы потом заменим их на новые подходящие по цвету трубочки, а пока мы их не трогаем. Сейчас мы обрезаем те трубочки, которые у нас в середине сиреневого цвета. Вообще у меня была мысль их не обрезать, а просто добавить еще по одной трубочке. Таким образом мы сделаем перекрестные стойки. Но эти стойки сиреневого цвета, они у меня уже короткие становятся, их просто не хватит до нужной длины. И я думала их нарастить, но в этом месте наращивания очень нехорошо будет. Поэтому я их обрезаю, вместо этого лучше вставлю две хороших трубочки стойки и буду уверена, что качество плетения не пострадает. Вы видите, я продолжаю плести уже без сиреневых стоек, здесь только два огрызка розовых трубочек в местах, где у нас изначально планируются стойки, и плетение немного сужается, поэтому как раз таки здесь требуется расширение в местах стоек. Это последний мастер-класс в этом году, поэтому я, конечно, намудрила с этим делом, от волнения, видимо. Хотя очень странно, я всегда ищу пути, которые облегчают работу, облегчают плетение, но в этом случае все не так. Вообще в некоторых случаях я даже все усложняю. Теперь беру трубочки сиреневого цвета под цвет подсвечника, немного срезаю их в месте начала трубочки под небольшим углом. Сейчас я их вставляю именно в те места, где у нас занимали вот эти огрызки розовых трубочек. Капаю немного внутрь клея ПВА и срезом к середине вставляю внутрь в эти места. Вообще изначальная моя задумка заключалась в следующем, чтобы между стойками было небольшое расстояние. И таким образом перекрест стоек в будущем будет, как мне кажется, аккуратнее смотреться. Я плету следующие ряды, но здесь надо было бы остановиться, так как уже при последующих рядах расстояние между стойками немного стало уменьшаться. Но, как говорится, немного увлеклась плетением этого подсвечника, плела бы еще и плела. Совершенно случайно просто взглянула со стороны и поняла, что все, плести достаточно. Получилось, что от круглого дна я проплела 7 рядов вверх. И сейчас я убираю рабочие трубочки, убираю как обычно. Одну трубочку я убираю рядом с парой стоек, а другая рабочая трубочка у меня идет через одну пару стоек к следующей. И там я ее точно так же внутрь заправляю. Подправляю плетеные ряды, чтобы у нас все было хорошо и ровно по высоте. А теперь мы подошли к самому интересному моменту, мы сейчас будем делать перекрест стоек. И здесь нужно быть очень-очень внимательными. Итак, у нас есть пары стоек, и сейчас я беру две пары по бокам одной пары стоек. На видео я этот момент хорошо показываю. Беру соседнюю крайнюю стойку от одной пары справа и слева. И вот в этом месте посередине этой пары стоек зажимом фиксирую, чтобы все это дело не расползлось. Далее двигаюсь вправо. Получается, через одну пару стоек я беру стойку слева и стойку справа и также соединяю их вместе посередине. Снова беру крайнюю стойку из пары, соединяюсь с крайней правой стойкой посередине, укрепляю здесь. Советую, если вы хотите это все повторить, повторяйте уже по ходу видео, то есть включаете видео и плетете вместе со мной. Тогда вам будет более-менее понятен этот принцип. Принцип всегда один и тот же. Я беру крайнюю стойку из пары слева и крайнюю стойку из пары справа через одну пару стоек и соединяю их посередине за парой стоек. Так делаю до конца и хочу сказать, что здесь я специально не увеличиваю скорость, так как меня смотрит и начинающий в плетении, и я хочу показать эти моменты им более подробно, чтобы все им было понятно.
Мы подходим уже практически к концу, и здесь я допустила небольшую ошибочку, но в принципе все очень легко исправить. К сожалению, здесь у меня не хватило зажимов, поэтому я взяла прищепки, но надеюсь, что они нам не помешают обзору. А вот эта небольшая ошибочка, о которой я сейчас говорила. У нас с вами остались боковые стойки, и я их могу соединить вместе, но тогда перекрест стоек не получится. Вы видите, что они идут прямо поверх всех остальных. Поэтому как исправить положение? Первая пара, которая у нас получилась перекрестная, я ее сейчас раскрываю, меняю местами стойки, то есть левую стойку из этой перекрестной пары я кладу наверх предыдущей, и сейчас как раз у нас получается перекрест. То есть одна стойка из пары трубочек у нас всегда позади, а вторая всегда идет поверх. Чтобы не очень мешали в обзоре прищепки, я их заменила на простой малярный скотч. Тем более сейчас я буду это все дело оплетать, и это должно быть очень все видно. А теперь концы двух рабочих трубочек я складываю таким образом, как на видео, и подставляю их к тому месту, где мы с вами будем начинать плести веревочкой в две трубочки. У нас это все происходит практически в пространстве, поэтому это немного сложнее. Мы начинаем ряд, и сейчас я начинаю плести. Те концы, что мы сейчас подставили, будут прятаться в следующие плетеные ряды. Еще раз повторяю, что, конечно, какие-то моменты в этом видео я немного усложнила, можно было бы обойтись и без них. Решать только вам, то есть смотрите видео мастер-класс и по ходу уже самого плетения думайте, как вам будет удобнее в вашем плетении именно. Потому как зачастую бывает именно следующим образом. Вы плетете, вы чувствуете, что здесь вам будет лучше немного, по-другому, нежели вы видели в видео, и это абсолютно нормально. Потому что всегда помните, что любая плетеная вещь индивидуальна по своей природе, и иногда бывают исключения. Таким образом, я начинаю плести и второй ряд, и концы трубочек, которые мы с вами подставляли к стойкам, прячутся в этот ряд, и начало плетения совсем незаметно становится. А еще здесь совсем не будет загибки. В прошлом году я плела похожий подсвечник, и мне не очень понравилось, что я там делала своего рода загибку. Она как бы утяжеляет это изделие, что ли. В таких подсвечниках мне вообще не нравятся никакие загибки, поэтому все будет без нее. Да, я люблю простоту в плетении и минимализм. Сейчас я обрезаю стойки, оставляю буквально полсантиметра и оплетаю рабочими трубочками эти огрызки, промазываю клеем, чтобы рабочие трубочки у нас с вами зафиксировались. По ходу дела поправляю плетение, это обязательно, потому как бывает стойки гуляют, что-то сдвигается, поэтому без этого никак. Не старайтесь обрезать стойки слишком коротко или слишком длинно. Тоже не надо оставлять, обрезайте так, чтобы рабочие трубочки чуть-чуть перекрывали вот эти огрызки стоек. У нас идет самый интересный момент закрытия ряда. И очень волнующий вопрос, как же мы будем прятать рабочие трубочки. Я решила следующим образом. Рабочую трубочку первую укладываю вот таким образом, как на видео, за обрезанную пару стоек. Обрезаю наискосок в этом месте. Туда обязательно капаю клея. И использую здесь, кстати, полимерный клей Момент Кристалл. Он клеит чуть прочнее, чем ПВА. Поэтому использую его. Хочу сказать, что с изнаночной стороны вот этого всего подклеенного места совсем не будет видно. Итак, первая рабочая трубочка у нас подклеена. И сейчас мы с вами вторую рабочую трубочку укладываем наверх. Также ее обрезаю в этом месте и капаю в это место клей. Конечно, вы можете ее спрятать внутрь к стойкам, но так как у нас уже внутри имеются концы от нашего начала ряда, поэтому я не стала слишком перегружать это место и сделала именно так, как сейчас. Обрезанные вот эти места у стоек замазываю тем же колировочным раствором, которым я красила эти трубочки. Я на всякий случай не выливаю никогда раствор, чтобы подмазать какие-то места, трещинки, которые видны, или обрезанные места. Только после того, как все это дело высохло, я наношу патину. Наношу ее вот такими прихлопывающими движениями. Здесь мне не нужно состаривать плетение, а нужно сделать именно эффект снежка. В той части, где мы с вами обрезали стойки, я наношу патины больше, а уже в остальных частях плетения я лишь слегка наношу патину.
Там, где у нас перекрест стоек, патинирую аккуратно, чтобы не залезть на саму банку. Но мне кажется, что это не будет слишком серьезной ошибкой. Если вы все-таки залезете на саму банку, то белая акриловая краска легко отмывается простой водичкой. Труднодоступные места можно оттереть ватной палочкой, смоченной водой. Ну вот такой подсвечник у нас с вами получился. Несмотря на то, что я тут переборщила с этапами и намудрила, я довольна результатом, получилось достаточно аккуратно. Его можно украсить всякими еловыми веточками, но это уже на ваше усмотрение. Мне кажется, он смотрится вполне самодостаточно и без всяких украшений. Можно туда внутрь положить свечу, сразу скажу, что ничего у вас не сгорит, не бойтесь. Это точно, внутри банки ничего не расплавится и сама банка будет в целостности и сохранности. Я проверяла, поэтому говорю в полной уверенности. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение, что вам больше всего понравилось, а что вам меньше всего понравилось в этом видео и в плетении этого подсвечника. Мне будет очень интересно почитать, и я учту все ваши пожелания. Желаю вам легкого плетения, с наступающим, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!